Слышите этот звук? Всем знакомый до боли, особенно вольвоводам. В принципе, логично. Звук вполне себе обычного автомобиля, на первый взгляд. Никто не скажет, что под капотом здесь стоит 2.4. И то, что у меня 2.4 мотор, знаю только я и тот, кто видит шильдик на багажнике. Он не звучит. Он звучит как абсолютный стоковый, не знаю, 1.8, 1.6. Спокойно. Нету вот этого благородного звука. Нету. А я же в душе молодой. Мне в первую очередь хочется подчеркнуть, что у меня именно 2.4 мотор. И, соответственно, идем искать выхлоп. И вот, у нас есть три варианта выхлопа. Первый – это найти от версии с мотором 2.5, тогда мотор зазвучит. Но вся проблема в том, что 2.5 не найти, точнее его можно найти, но стоит он очень дорого. Второй путь – выхлоп от второго Focus ST. Самый правильный, самый проверенный, самый часто используемый способ. Будет и звук, и не потеряется комфорт данного автомобиля. Есть еще третий путь. Сделать выхлоп на заказ. Но тогда не будет вот этого баланса. А я хочу сохранить баланс комфорта и звука. То есть, когда я еду вот на оборотах 1000-2000, чтобы у меня был спокойный стоковый звук Volvo. То есть, никого не напрягающий. Заехал во двор, все, ты никому не мешаешь. Нажал на педаль, у тебя басистый, приятный звук. А кастомный выхлоп. %90 вероятности, что вот этот баланс мне нарушит. Не будет у меня вот этого. Не будет того, что я задумал. Соответственно, шерстим Авито, ищем выхлоп от Ford Focus ST-шки и покупаем. И чем я и занялся. Я взял, нашел выхлоп от Ford Focus в Москве за 4000 рублей. Ну, я вообще полную трассу нашел. Но трасса мне ни к чему, достаточно купить заднюю банку. И этого, в принципе, хватит. Ну и все, едем в проверенное место, где практически половина блогеров делала у нас выхлоп. А именно выхлоп СПБ. Вот, собственно, как звучит данный выхлоп. Звучит очень даже неплохо. Ну что ж, друзья, вы услышали звук выхлопа на машине, услышали звук выхлопа при езде. Не знаю, как камера записала уровень звука, возможно, у вас сложилось впечатление, что на машине слишком, так сказать, громкий выхлоп, но в реальной жизни я вам скажу, что это звучит нормально, вполне терпимо. То есть ты заезжаешь во двор, как я выше говорил, не жмешь газ слишком сильно, все, у тебя звук гражданского автомобиля, может быть, чуть-чуть громче. Внутри, когда садишься в машину, ты сразу ощущаешь разницу, что у тебя появился выхлоп. При дальних поездках у пассажиров на заднем ряду, в принципе, может возникнуть дискомфорт. Но это смотря какой у вас пассажир. Если, в принципе, пьяный друг, то
возможно, он ничего и не почувствует. Касательно водителя и пассажира сбоку, все, всех устраивает в принципе. Касательно ценового вопроса. Сама банка 5810 рублей вместе с доставкой из Москвы. Работа встала в 5000 рублей, в это входит переварка выхлопа. Старую банку срезают, новую устанавливают. И еще, чтобы это смотрелось гармонично и симметрично, делают разноску по бокам. У многих, я сейчас приложу снимок, выхлоп от Ford Focus ST, вот они как его ставят, так и оставляют. Не знаю, переделывают ли они его потом. Я вот хотел получить благородный звук, я его получил. Кайфую, машина стала ощущаться по-другому. Кат я не вырезал, я только поставил банку, кат у меня еще поездит. Ну что ж, друзья, на этом все, но прежде чем завершить, предлагаю вам послушать. Как вы услышали, что выхлопа в стоке практически нет, слышно только мотор. Вот. Что у меня, кстати, стало со штатной банкой. Вы сейчас тоже видите это на видео. Она расслоилась по шву, так сказать. Можно было восстановить, но уже, в принципе, зачем, если я купил выхлоп от Фокуса. Выхлоп, кстати, хороший, друзья. Оказался, то есть за 4000 рублей практически новый выхлоп, и пробег на нем около 60 тысяч, мне сказали. И, ну, в сервисе, где я устанавливал, а делал я это в выхлопе СПБ. Большое им спасибо Дмитрию, который все это делал. Спасибо большое, очень качественно, очень красиво, аргоном все варили. К сожалению, под ничем я вам не смогу показать, как это выглядит, так как у нас в Питере сейчас. Вообще ям не найти нормальных, где заехать и посмотреть, у нас все заварено, переварено. А в сервис, ну, за 300 рублей, ребят, мне что-то неохота вот так ездить, смотреть, там, типа, а можно мне подъемник и так далее. Будет возможность, покажу в следующих сериях. А пока что, друзья, на этом все. Двигаемся дальше. Надеюсь, вам понравилась серия. Не судите строго, друзья. Спасибо всем тем, кто на меня подписывается и смотрит, и оставляет комментарии. Также, если какие-то вопросы остались, пишите.